Высокий холестерин, головные артерии, холестериновые бляшки и стеноз, зрение, слух сильно понижены, заторможенность мышления. Когда у человека появляется высокий холестерин, это говорит о том, что человеку необходимо сказать «стоп» при употреблении определенных видов питания. Какие это виды питания? Необходимо полностью убрать глюкозу в любом ее проявлении. Старайтесь максимально уменьшить употребление углеводов на длительное время, хотя бы на 3-4 месяца. Начните использовать препараты моей компании Глюконорм и гликоцитрохромин, ЕМА. Это препараты, которые помогут убрать вот эти тромбозы сосудов. Далее, увеличьте количество сна до 7-8 или даже 9 часов. Обязательно найдите дерево можжевельник, и в тот момент, когда солнечные лучи падают на можжевельник, выделяются определенные фитосапонины этим деревом, которые доказано в медицинских исследованиях устраняют и снижают холестерин, также рассасывают бляшки. Именно поэтому отдыхать вместе или гулять в парке, где находятся можжевеловые деревья или можжевельник растущий, и находиться рядом с этим можжевельником в тот момент, когда на него падают солнечные лучи, очень полезно для тех людей, у кого высокий холестерин. Следующее. Холестерин можно снизить, если принимать небольшое количество соды. Принимать четверть чайной ложки на стакан холодной воды 1 раз в день. Это будет снижать холестерин. Опять-таки, по моему мнению, холестерин является следствием недосыпания у человека. Проверено, не эмпирически, а проверено и доказано горьким опытом на протяжении десятилетия, что люди, которым я советовал спать на 1 час дольше или на 2 часа, принимать в большом количестве витамин Е, его можно принимать, увеличив количество употребления, допустим, оливкового масла, рыбьего жира. Также можно принимать витамин Е нашей компании. Витамин Е в нашей компании продается 1000 микрограмм в одной капсуле. Принимать 2 капсулы 3 раза в день совместно с 1 таблеткой препарата цистин. Это снижает холестерин. Но в случае, я считаю, что проявление неврозов, недосыпание человека, переживания, именно это больше всего воздействует на появление холестерина и, как правило, появление в дальнейшем вот таких проблем. Также есть препараты, которые называются вазодилататоры. Это препараты, способные расширить стенки сосудов для того, чтобы лучше кровь поступала, допустим, к мозгу, если есть стеноз сосудов или окклюзия сосудов шейного отдела. И данные препараты, это, допустим, препарат Рутин нашей компании. Второй препарат — это Гваргин нашей компании. Есть такие препараты, которые продаются просто в аптеке. Это препарат Аскорутин. Его можно принимать. Это аскорбиновая кислота или ниацин-аскорбиновой кислоты. Вернее, нитрат аскорбиновой кислоты, ниацин — это не то. Нитрат аскорбиновой кислоты совместно с рутином. И в комплексном применении данного препарата можно улучшить состояние сосудов, то есть вот эта вазоконстрикция будет исчезать, сосуд будет расслабляться, и будет происходить вазодилатация. Можно использовать вещество, которое называется спрей окситоциновый, в моей компании он продается, брызгать себе в носовую полость 2-3 раза в день. Это тоже способствует расслаблению сосудов мозга, расслаблению сосудов шейного отдела и позвоночных артерий. Улучшение происходит циркуляции коры головного мозга. Также есть препарат, он называется Эмбрио Плюс. Я рекомендую использовать данный препарат для улучшения общего состояния в случае, если есть стеноз сосудов или окклюзия сосудов. В случае, если очень помогает при этом использование любых мазей. В случае, если у вас головокружение, шумы в ушах, в случае, если у вас нарушен поворот головы в левую или в правую сторону, в случае, если вы ложитесь, у вас головокружение, или встаете, у вас головокружение, это говорит о том, что у вас, скорее всего, сформирован остеохондроз, который приведет в дальнейшем к
протрузиям, который в дальнейшем приведет к грыже, который в дальнейшем и так далее. То есть в случае, если это уже происходит, у вас есть головокружение, то не нужно делать никаких гимнастик, никаких занятий. Начните смазывать вашу шею. Первое, мазью, которая может убрать миозит или воспаление мышечной ткани. Это может быть мазь Габбана компании Тибетская формула или мазь Золотой бальзам Дуйко. И второе, это бишофитовая мазь. То есть бишофитовой мазью один раз в день, мазью Габбана один раз в день можно использовать для самого позвоночника на всякий случай. Еще мазь вертебрализовая. Если и первой, и второй, и третьей мази у вас все-таки нет, можно использовать медицинскую мазь компании, любой вьетнамской компании, на которой есть изображение тигра, она в народе называется тигровая мазь, или есть еще мазь вьетнамская на основе яда кобры, она называется тромбоксетин или тромбоксетиновая. Вот можно использовать вот такую мазь вьетнамскую, смазывая шейный отдел, смазывая саму шею и смазывая весь грудной отдел позвоночника. В случае, если у вас хрустит и скрипит в грудной клетке, это говорит о том, что вы страдаете остеохондрозом грудного отдела. В случае, если при повороте влево и вправо, при скручивании позвоночника в поясничном отделе у вас в тазовой области появляется хруст, это говорит о том, что у вас остеохондроз пояснично-крестцового отдела. В случае, если вы не можете повернуть шею, у вас головокружение, при наклоне влево, вправо, вперед, назад, при расположении тела на левом боку или на правом боку у вас начинается сильнейшее головокружение или даже потеря сознания, при вставании, при быстром наклоне, в утренние часы шум в ушах, свист в ушах, это все говорит о том, что вы страдаете хроническим остеохондрозом и вам необходимо начать использовать мази и уменьшать количество употребления поваренной соли, увеличивать при этом употребление растительных компонентов, которые ускоряют выведение солей кальция и солей натрия из вашего организма. Какие это вещества? Это рис вареный. Можно сварить рис без масла и соли, принимать его на протяжении дня там, по 1-2 столовые ложки 3-4 раза в день. Второе, это мед. Можно принимать мед, в меде находится большое количество калия, калий является антагонистом кальция, тем самым убрать кальциево-натриевые соединения, кальциево-фосфорные соединения из мышц и тканей, которые находятся возле позвоночника, убрать общий солевой диатез, помогут вот эти препараты. Можно ли в это время принимать кальций? Да. Можно принимать кальций. Тогда получается, человек говорит, как же я буду принимать кальций, если мне нужно наоборот кальций убирать? Нет, вы ошибаетесь. Кальций, который вы принимаете, является кальцием эндогенным, и он способствует устранению солевого диатеза. А кальций экзогенный, то есть тот кальций, который мы принимаем, это экзогенный кальций, принятый извне. А эндогенный это тот, который вырабатываем мы сами. Так вот, тот, который вырабатываем мы сами, для нас не полезный. А тот, который мы вырабатываем, который мы принимаем извне при артрите, артрозе, может быть для нас полезным. Таким образом, принимать можно и мед, и молоко, и творог. Это все позитивно. Это все позитивно сказывается на общее состояние наших и артерий, и позвоночника. И это все можно использовать в ходе лечения, в том числе головокружения. По поводу принудительной вакцинации. Даже в случае, если данная вакцинация принудительная, вам необходимо обратить внимание на аутоиммунные заболевания. В случае, если у вас хроническая диарея, хронический запор, в случае, если у вас аутоиммунный тиреоидит, в случае, если у вас васкулит, системная красная волчанка, ревматоидный полиартрит, в случае, если у вас есть какие-либо плохие состояния сейчас, то есть у вас
там гепатит в стадии обострения, туберкулез в стадии обострения, там энцефалит и так далее, и вы болеете какими-либо еще дополнительными генетическими заболеваниями, там, синдромами, синдром Жильбера, Коновалова-Вильсона и так далее. То есть в случае, если у вас сейчас стадия обострения шизофрении, у вас сейчас стадия обострения маниакально-депрессивного психоза, биполярных состояний маниакально-депрессивного психоза, там, какие-либо отклонения шизоидные, неврозы, бессонницы и так далее, то вам перед тем, как сделать прививку, даже обязательную, хорошо было бы обратиться к терапевту. Пусть терапевт скажет и возьмет на себя ответственность, можно ли вам в данном случае делать прививку. В случае, если терапевт дает заключение, что вы в случае какого-либо заболевания не можете делать прививку, вы берете в данную выписку, идете к себе на работу и показываете ее вашему работодателю. И говорите, что терапевт с фамилией такой-то запрещает мне по состоянию моего здоровья вот в данный период времени делать мне специальную вакцинацию. И на этом все заканчивается. Специальная вакцинация в таком случае вам принудительно делаться не будет, и на вас будут закрывать глаза. Я говорю вам это, потому что это, как бы разумная медицина, и это не нарушает никакие законы. Даже когда говорят, это принудительная, то она принудительна, но она как бы подразумевает поход к терапевту, и после чего осмотр терапевтом человека, и в случае, если у него нет хронических или тяжелых заболеваний, онкологических заболеваний, такую прививку ему можно делать. В случае, если у человека есть туберкулез, там 3-4 степени, гепатит С, в случае, если у человека синдром иммунного дефицита и так далее и тому подобное, то необходимо взять у терапевта выписку о том, что вы этим болеете, где он напишет, что я не советую делать вам вакцинацию в данном случае и так далее. Или наоборот напишет, что вакцинацию делать разрешают, так как это безопасно для вашего состояния здоровья. Вот в этом случае вакцина вам подойдет. Но вы понимаете, в ином случае это может оказать дополнительно ухудшить ваше состояние, и в дальнейшем вы сможете себя чувствовать хуже. Нельзя заставлять людей делать вакцину, это должно происходить грамотно. Нельзя умалчивать, что вакцина может послужить стартом для появления обострения хронических заболеваний. Ну и это врачи все знают, включая тех людей, которые являются вирусологами. Это как раз одна из тех проблем, которая возникла в тот момент, когда политика или когда политики начали лезть в медицину. Пусть медициной занимаются медицинские работники. Их этому подготавливают, их этому обучают на протяжении многих лет, и пусть они занимаются своим делом. Ну и, конечно же, хотелось бы сказать, что это как бы не особо хорошо для самих политиков, потому что создавая вот такие принудительные системы вакцинации, создавая вот такие принудительные системы, где заставляют людей и популяризируют вакцинацию, они нарушают ряд конституционных прав человека, среди которых есть свобода выбора, свобода вероисповедания, свобода слова, ну и так далее. То есть это просто нарушение конституционных прав. Ну и, конечно же, это они делают не закономерно, они это делают по незнанию, видимо. Ну а те люди, которые являются министрами здравоохранения, должны, наверное, говорить о том, что вот такую вакцинацию производить нельзя всем подряд, и точно это нельзя делать с помощью насилия и принуждения. Гришина в октябре сильно переболела пневмонией, пропила курсом коалинсимар, эмбриоэма, антитокс, ДРС фракция, дипренго. Сейчас опять подтвердили двустороннюю пневмонию, очень сильный кашель, болят все кости и суставы. Да, это осложнение, вызванное снижением иммунитета. Что необходимо делать? Необходимо начать принимать препараты для улучшения иммунитета, в которых находятся вещества, которые способны создать беспрецедентную вот такую защиту перед острыми вирусными заболеваниями. Это первый препарат, это грипп-депо. Второй препарат биоксинон.
Третий препарат Инстамакс. Четвертый Иммуногрант. Пятый Демилон. И шестой можно канцерамидин. Не забывайте, что легкие являются своего рода элементом наших, даже не так. Легкие часто зависят от наших почек. Именно поэтому легкие необходимо начинать лечить, начиная лечить почки. А почки это кишечник. И почки это кровь, а кровь это кишечник. Именно поэтому путем улучшения работы кишечника можно улучшить состояние и легких. Каким образом можно улучшить? Итак, иммунитет кишечника создает препарат Эмбрио Плюс, Апимокс, маточное молочко, любые продукты пчеловодства, перга, маточное молочко, пыльца обязательно введите в рацион питания для того, чтобы вот эту систему кишечник-кровь-почки-легкие приводить в норму. Именно поэтому в нашей компании и были созданы препараты. Вот есть Апимокс, там цветочная пыльца, перга и маточное молочко. Есть препарат канцерамидин, в нем находится подмор и там прополюс. Препараты с прополюсом можно принимать там по одному шарику 2-3 раза в день. Это все будет влиять на легкие. Это влияет в комплексе, еще раз, это влияет кишечник-кровь-почки-легкие. Я просто хочу сказать вам спасибо за оптимизм, который вы вселяете в нас, за юмор, легкость, доброту. Спасибо, так приятно. У меня наблюдается спектр разных заболеваний, таких как гипотиреоз, постоянно слизь во рту, еще я никак не могу отказаться от алкоголя. Как бороться с зловредностью? Не нужно бороться с зловредностью, нужно просто сказать себе, что ваша жизнь с алкоголем, она будет короче и болезненнее, чем у всех остальных. Поэтому пейте смело алкоголь, долго вы не проживете. Особенно вы, Лилия Виктория. Поэтому вы, скорее всего, у вас произойдет инсульт, потом вы станете толстой на фоне алкоголя. Ну что, добро пожаловать в мир алкоголизма вот такой вот. Поэтому, что же вам сказать, есть у вас плохая привычка, нет здоровья. Как избавиться? Сделайте выбор для себя. Вы хотите быть большой, толстой и страшной и умереть рано, болея при этом очень сильно, прикованной к постели. Потому что это все рано или поздно скажется на вас. При ежедневном употреблении алкоголя рано или поздно конец придет. Или же вы все-таки хотите быть еще нужной, красивой, любимой и так далее. Сделайте выбор осознанный для себя. Ну а что делать с постоянной слизью во рту? Принимать препарат «Здоровый желудок», принимать препарат при гипотиреозе D3-йод, принимать препарат тератозин, принимать лопчатка по одной таблетке 3 раза в день, йод, селен по 1 чайной ложке 3 раза в день. У меня от сидячей работы, я очень извиняюсь, если я вас обидел, такой задачи не было. Надеюсь, вы найдете силы в себе прекратить вредную привычку. Ирина Дьякова. У меня от сидячей работы зажат нерв в районе лопатки и плеча. Что вы посоветуете? Как можно больше лежать. При этом ни в коем случае правую руку не поднимать вверх и не поднимайте ее, не обнимайте ею подушку. Пусть она все время будет прижата. Ну какая там левая, правая, какая у вас рука, под которой болит. Дальше, что я хочу посоветовать. Используйте мазь Габбана, смазывайте плечом. Также в случае, если болит под лопаткой, знайте, если болит под лопаткой, то это проблема поджелудочной железы. Если болит затылок, это проблема щитовидной железы. Поэтому, если у вас болит под лопаткой слева или справа, применяйте панкрисорб. Он поможет убрать боль под лопаткой. И слева, и справа это все заболевания поджелудочные. После вопросы, они выглядят так. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, как же избавиться от гипертонического заболевания сердца? С чем это связано? Лечусь таблетками от давления, у меня ничего не получается. Можно ли как-то избавиться от этого и так далее? Я хочу вам сказать, одним из синдромов высокого давления, плохого самочувствия по утрам, это синдром остеохондроза, который возникает у нас по разным причинам. Это и
высокая кислотность нашей крови, ацидоз. Это может быть следствием стрессов, это может быть следствием употребления большого количества алкоголя, солей, недосыпания. Это может быть связано с сахарным диабетом 2 типа. Ну и очень часто это связано с неподвижностью наших плечевых суставов. Именно поэтому мне бы хотелось сегодня рассказать вам, как с помощью совершенно простых и уникальных мной разработанных упражнений можно очень быстро избавиться от остеохондроза шейного отдела. Что даст нам и грудного в том числе, что даст нам фактически хорошую осанку раз. Второе, избавит нас от головных болей, затылочных болей, мигреневидных болей. Избавит нас от заболеваний шейного отдела. Улучшит нам зрение, улучшит состояние наших артерий. Устранит в дальнейшем окклюзии артерий. Также может помочь нам улучшить зрение, избавиться от такого заболевания, как улучшить состояние и профилактировать появление заболевания катаракта, улучшить память, улучшить сон и так далее. Но на первое место мне бы хотелось все же поставить улучшение общего сердечного, улучшение общего состояния и убрать заболевания гипертензии сосудов. И мой совет такой: какие же это упражнения? Они очень легко выполняются, но несколько слов, почему это возникает и как определить, есть ли необходимость вам это делать. Я хочу вам сказать, если на протяжении дня вам хочется отодвинуть плечи назад и распрямить свою грудь, если вам хочется закинуть голову назад, это говорит о том, что у вас, скорее всего, есть остеохондроз. Также у вас хрустит в шейном отделе, побаливает в шейном отделе, у вас появляется шум в ушах, у вас появляется шум в голове. Это все говорит о том, что вы уже сейчас страдаете остеохондрозом. Нет никакой необходимости мгновенно идти к врачу. Я вам рекомендую использовать буквально 3 упражнения, которые я покажу, с целью сделать так, чтобы в дальнейшем избавиться от всех этих симптомов, включая гипертоническое заболевание сердца. Итак, почему это возникает? Это часто возникает на фоне того, что мы теряем осанку, на фоне того, что у нас прямая мышца живота оттягивается. У нас появляется первое горб грудного отдела, горб шейного отдела. При этом у нас напрягаются дельтовидные мышцы плеча и мышцы, большие мышцы груди. Тем самым мы хотим эти мышцы каким-то образом оттянуть и освободить наш шейный отдел или освободить наш грудной отдел и дельтовидную мышцу, как бы расслабляя ее. Я хочу вам сказать, что обычные упражнения по оттягиванию наших плечей нас обычно приводят к кратковременному эффекту и пользы особой не дают. Какие я рекомендую использовать упражнения? Давайте я вам покажу. На самом деле упражнения с движением головы при остеохондрозе очень неуспешны и очень опасны для человека, так как могут быть разломы позвонков, могут быть нарушения хрящевой ткани, может быть ухудшение общего состояния сосудов, может ухудшить состояние сосудистое. И, в общем-то, это может привести к потере сознания, к ухудшению и увеличению симптомов шума в голове, шума в ушах, потери зрения, головных болей, мигрени и так далее. Итак, какие мои рекомендации? Первое. Обязательно делайте это, но не фанатично. Обязательно делайте перерыв. Какие это упражнения? Необходимо запомнить, что во время этих упражнений необходимо голову держать обязательно ровно. Итак, первое упражнение — это обычное шевеление плечами вперед и назад. Вот таким образом. Делайте это на вдохе и выдохе. И второе упражнение, оно делается еще лучше. Необходимо приподнять плечи, отодвинуть плечи назад и постараться максимально напрячь мышцы нашей лопаточной области и грудной области, находящиеся трапециевидные мышцы. Их необходимо напрячь. То есть я отодвигаю локти назад,
голову не задираю, а пытаюсь очень сильно понапрягать мышцы. Делаю это на вдохе-выдохе. И третье упражнение. Я должен положить свои руки на что-нибудь, находящееся передо мной, допустим, на шкаф, и опустив голову вниз, держа позвоночник прямо, не опуская голову или не сгибая ее вниз, сделать так, чтобы мои руки оттянули мои плечи, и я прогнулся. Вот таким образом. То есть условно, если человек положит на перекладину свои руки, и вот в этом месте, где у него спина прогнется вверх вот таким образом, при этом его поясница будет ровно стоять, при этом ноги будут упираться на землю, и зафиксирует вот такое положение на 1-2 минуты, это улучшит его состояние, это устранит у человека. Сколько делает такие упражнения? Делайте их. Особенно рекомендую просто упражнения по напряжению мышц спины. Это очень важное и очень быстрое упражнение. Буквально за 7-8 дней вы заметите, как у вас уйдет шейный горб, как вы начнете ходить ровнее, как у вас перестанут болеть плечи, у вас перестанет болеть шея, у вас улучшится зрение, пропадет ощущение песка в глазах, пропадет ощущение темного такого затемнения нашего зрения, фона нашего зрения, улучшится память и улучшится при этом давление, не будет оно подниматься. Ну и несколько слов все-таки, сколько раз делать. Делайте это на протяжении дня 4, 5, 6 раз. Делайте это на протяжении 1-2 месяцев. Вы заметно начнете лучше себя чувствовать. Улучшится осанка, улучшится ощущение, будет появляться ощущение спинных мышц, будет появляться ощущение облегчения шейного отдела. Еще одно очень простое упражнение, которое может помочь сосудам, убрать окклюзию, убрать стеноз сосудов. Это упражнение делается, рекомендую делать всем тем, у кого повышается давление, появляется шум в ушах. Его выполнять очень несложно, выполняется оно следующим образом. Поворачиваете голову в одну сторону, массажируете мышцу с правой стороны. Поворачиваете в другую сторону, мягко, не травмирующе похлопываете себя по левой части. Делайте то же самое, массажируйте мышцу с этой стороны, с левой уже. Поворачиваете голову в правую сторону и похлопываете себя по шее. Делайте вдох, делайте выдох. Первые несколько дней, буквально 3-4-5 дней. Старайтесь не поворачивать быстро голову. Старайтесь очень в мягкой форме делать движение головой. Не находиться возле кондиционера. Потому что первые 1-2 дня может происходить процесс обострения болезненных ощущений в шейном отделе. В это же время рекомендую вам ограничить употребление мяса, ограничить употребление алкоголя и сладкого, есть побольше овощей, пить овощные соки. Можно в это время дополнительно принимать ряд моих препаратов, которые устранят накопление или накопившиеся соли в подкожном жире, которые у вас находятся в шейном отделе. Это препарат Подагрин, это препарат Deposalt. Принимайте его по 2 таблетки 3 раза в день. Ольга Данилова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Можно ли для профилактики давать детям 13-10 лет лаваш Дуйко? Да. Каким курсом витамина Супра, Д, йод и Инстамакс можно принимать одновременно или закончить одно и принимать другое? Можно принимать витамины Супра по 2 таблетки 3 раза в день, препарат Д, йод принимать по 1 таблетке 2 раза, Инстамакс по 1 таблетке 3 раза в день. Можно принимать единым курсом. Там постоянно есть такие вопросы, они сейчас почему-то активизировались, хотя я считаю, что панические атаки, общее состояние тревожности, они возникают обычно у человека либо весной, либо как бы обострение происходит либо весной, либо поздней осенью. Тем не менее в этом году это происходит еще и летом. С чем это связано, тоже имею
ну, я тоже знаю, это связано с тем, что под воздействием солнечных лучей обычно происходит обострение функциональной деятельности щитовидной железы. И по моему мнению, основа заболеваний панических атак, основа заболеваний, связанных с появлением панических атак, помимо психологических и невротических или появлением неврозов, являются еще и физиологические процессы. На первое место мне бы хотелось поставить йод-недостаточность или йодовую недостаточность. На второе место невозможность мышечной ткани сокращаться, невозможность мышечной ткани расслабляться, это недостаточность калия. Ну и появление судорожных компонентов, которые связаны, видимо, с переистощением центральной нервной деятельности, которые обычно связаны с тем, что человек очень поздно смотрит телевизор, очень рано встает, принимает алкоголь, принимает высокое количество глюкозы. И как с этим можно справляться, мое мнение. Итак, я считаю, что человеку для того, чтобы справиться естественным путем с такими заболеваниями, как панические атаки без вспотевания, или панические атаки с проявлением вспотевания, как бы такие фокальные, наверное, можно назвать, панические атаки с яркими проявлениями дистонии, гипергидроза, это когда человек потеет. Можно применять следующие методы. Начните принимать препарат магний в количестве 200 мг утром, в обед и вечером по одной таблетке. Второе. Начните принимать препарат цитрат калия. В моей компании он называется Уролис. Принимайте по одной чайной ложке, принимайте до 4 раз в день. Можно с водой, можно без воды, это совершенно безопасно. Или, если вам не нравится жидкий препарат, можете принимать его в препарате калия аспарагинат и принимать его по 2 таблетки до 4 раз в день. Калий поможет вам устранить ощущение сжатости, поможет расслабить мускулатуру, улучшит состояние мышечной ткани, уберет внезапные сокращения венозные, внезапные сокращения мышечные, которые способствуют появлению в том числе и головокружений, и панических атак, вегетососудистых дистоний, признаков дистонических. Ну и основной препарат, который необходимо принимать, это препарат с высоким содержанием йода. Я рекомендую принимать препарат нашей компании D-йод. Принимать его необходимо по 3 таблетки 4 раза в день при панических атаках. Совместно с препаратом Пастовид по 1 таблетке 3 раза в день. При этом в случае, если у вас в момент появления панической атаки происходит вспотевание, то я рекомендую использовать препарат, ну, можно препарат с бета-аланином, допустим, медицинский препарат Абьюфен, который поможет справиться с вот такими признаками активного вспотевания, или моим препаратом, который называется гипергидрозин. Тоже по 2 таблетки. Можно и Абьюфен, и гипергидрозин. Абьюфен 1 таблетка 3 раза в день. Гипергидрозин 2 таблетки 3 раза в день. Спрашивает Марина Дроздова. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. У моей дочери 26 лет, очень снижен иммунитет. Прокололи пропис, разные вирусы в организме и так далее для поднятия иммунитета. Смотрите, существует как бы существует некий синдром, который называется синдромом усталости или хронической усталости. Считается, что синдромом хронической усталости на сегодняшний день болеет до 80% населения. А вы знаете, что существуют естественные препараты или естественные вещества, которые могут убрать синдром постоянной хронической усталости? Там, где есть усталость, нет иммунитета. Там, где нет иммунитета, там появляется усталость. Именно поэтому в особый класс таких веществ, которые могут улучшить состояние человека, оксидацию фосфолипидов, улучшить метаболизм, улучшить общее самочувствие, помогут вещества, которые называются октопротекторы. Данные вещества есть в моей компании, это радиола розовая и гинкобилоба. Это препарат Бирол.
Принимайте препарат Бирол, вот для вашей дочери, для улучшения иммунитета, принимайте препарат Бирол по, допустим, 30 капель на ложку воды 4-5 раз в день. Заметно улучшится настроение, заметно улучшатся силы, появится сила, иммунитет, тепло в организме. Второй препарат, это, конечно же, препарат Мумиё. Препарат Мумиё является одним из самых уникальных веществ, которые могут помочь человеку улучшить иммунитет. Принимайте данный препарат по 2 таблетки, по одной таблетке 3 раза в день. Принимайте 2-3 месяца, и это гарантия того, что на протяжении года она никогда не заболеет вирусным заболеванием. Третий препарат, в случае, если это хроническое заболевание, это заболевание связано с истощением нервной системы, необходимо принимать препарат D-йод. Пусть принимает D-йод по 2 таблетки 3 раза в день. Ну, можно было бы посоветовать еще Instamax или Immunogrant. И один и другой препарат очень эффективен при лечении заболеваний иммунного дефицита. Также есть сейчас такие продукты питания, которые широко используются для лечения, при лечении иммунного дефицита. Ну вот смотрите, сейчас есть ягоды, которые имеют цвет синий и черный. Ягоды, имеющие цвет синий и черный, это ягоды, которые очень эффективно устраняют иммунный дефицит. Черника, смородина черная, это голубика, сейчас это популярная ягода, то есть ягоды, имеющие синий цвет. В случае, если каждый день после приема утренней пищи, допустим, вареного яйца или яичницы, после этого через 20-30 минут съедать 50-100 граммов черники или 50-100 граммов, при этом съедать лучше разжевывая, чем выпивать в виде мусса или в виде взбитого коктейля. Выпивать, ну не выпивать, а съедать 50-100 граммов черники, улучшается зрение, улучшается иммунитет, исчезает ощущение остывания, появляется ощущение, будто все время тепло. Нагревается тело, улучшается память, исчезает хронический синдром усталости. В случае, если черная смородина является протектором, который может устранять появление опухолей, особенно мозговых опухолей, особенно папиллом, липом, новообразований, является уникальным веществом, которое может полечить заболевания аутоиммунного спектра, допустим, такие как системная склеродермия, улучшить состояние и так далее. Увидели, как я похудел, и, наверное, увидели, как помолодел. Во всем этом есть связь. Эта связь связана с тем, что я начал ограничивать употребление углеводов. Это началось в тот день, когда я провел семинар, который назывался «Инсулинорезистентность». Во время этого семинара я сказал, что с сегодняшнего дня я тотально убираю из своего рациона углеводы. С момента этого семинара, который проходил в апреле, прошло апрель, май, июнь, июль, август, прошло 4,5-5 месяцев. Какие результаты? Со 110 килограммов на 98. Далее, какие препараты начал принимать? Я начал принимать препараты Тутус, Асинкуты, 2 таблетки 3 раза в день. Житидан, 2 таблетки 3 раза в день. Цистин, 1 таблетка 3 раза в день. Далее я принимаю Бирол по 30 капель на ложку воды 2 раза в день. Также я принимаю коллаген восстанавливающий по 2 таблетки 3 раза в день. Эффект. Утром просыпаешься, никаких болей, отеки исчезли, вес снизился. Постоянно ощущение, будто ты отдохнувший. Утром встаешь отдохнувший, вечером ложишься отдохнувшим. Длительность сна улучшилась, увеличилась. Нервное состояние улучшилось, появилось какое-то состояние терпимости, ровности, теплости, такого радушия, радости и так далее. Таким образом могу сказать, что данный курс могут использовать все люди, у которых есть желание привести себя очень быстро к состоянию омоложения, и вот вы можете использовать мой курс. Сам для себя я использовал дополнительно еще препарат, который называется метформин медицинский, я принимал его 1 таблетку 2 раза в день перед завтраком и перед ужином на протяжении 2 месяцев. То есть этот месяц и прошлый. Это тоже послужило улучшению общего самочувствия, снижение подкожного жира и так далее.
Занимаюсь ли я спортом? В небольшом количестве, да. То есть это не особые нагрузки, это езда на велосипеде, плавание в пруду и просто ходьба по вечерам. То есть это не агрессивные упражнения с утра до ночи, это очень мягкая форма, не более 1 часа. Обычно это кардио упражнения, фактически без какого-то насилия. В случае, если устаю, отдыхаю, если хочу пить, пью, в случае, если хочу сидеть, сижу. Ну и вот где-то так это все выглядит. С вами был Андрей Дуйко. Если вам понравился данный вебинар, поставьте обязательно лайк, поставьте свой комментарий, задайте свои вопросы у меня в группе. Я постараюсь после окончания данного вебинара на остальные вопросы. Цымбаленко. Ого, какое письмо. Я писала несколько раз в вебинарной комнате из-за себя и за сына, пока попала в поле вашего зрения, поэтому решила написать еще раз. Итак, ревматоидный артрит на гормонах 11 лет, сейчас метипред 4 мг, полиартрит, полиартроз, сильный остеопороз. Далее. Давайте начнем с ревматоидного артрита. По моему мнению, ревматоидный артрит — это заболевание, инфекционное заболевание стафилококком с образованием колоний стафилококка, которые находятся, как правило, либо в носоглотке, либо второй вариант в слепой кишке. Именно поэтому я считаю, что в ходе лечения полиартрита исключительно с использованием гормонального препарата метипред, он же преднизолон, он же гидрокортизон, он же медрол, является не совсем, наверное, даже может быть корректным, конечно же, улучшая общий иммунный ответ вашего организма. Тем не менее, само заболевание вылечить практически невозможно. И тут же стоит такой вопрос, или появляется вопрос: Андрей Андреевич, ну а каким же способом можно попробовать устранить данное заболевание? Итак, данное заболевание, по моему мнению, необходимо устранять несколькими путями. Первый путь — это улучшение иммунитета. Второе — это устранение стафилококка в крови. Третье, конечно же, стафилококк в крови может быть виден в исследованиях крови. Это как, допустим, исследование Асло или наличие стафилококка в крови, есть такие исследования. То есть можно назначить препараты, допустим, антибиотики для того, чтобы справились. Но опять-таки хотелось бы сказать, что в случае, если у человека образовались колонии стафилококка и где-то находится постоянное возникновение этой инфекции или появление ее, то это может привести к тому, что бесполезным будет принимать препараты. То есть стафилококк может находиться в гландах, он может находиться в слепой кишке, и, как правило, применение антибиотиков не может достигнуть локального воздействия на данный центр. И для этого необходимо использовать мои рекомендации. Итак, первое — полоскание горла. Необходимо полоскать горло раствором, можно фурацилина. Также можно полоскать горло раствором препарата лизоцим или лизам. И лизоцимовый спрей есть у нас, и лизоцим есть жидкий. Использовать необходимо так: пол чайной ложки лизоцима на полстакана воды полоскать вот таким веществом носоглотку и горло. Также орошать носоглотку веществом, который называется спрей эмбрионазин, 2, 3, 4 раза в день. Второе. Необходимо взять четверть чайной ложки перекиси водорода, можно даже не четверть чайной ложки, а 1/2 четверти чайной ложки перекиси водорода, ну можно и четверть чайной ложки перекиси водорода на 1 стакан воды, и взять микроспринцовку, такую 60 грамм, и делать микроспринцевание ректально 2-3 раза в день. Выполнять это необходимо 10-дневным периодом. Таким образом, устранение стафилококка из слепой кишки произойдет с использованием перекиси водорода.
в тот момент, как использование вот этого лизама, лизоцима или фурцелина может помочь избавиться от стафилококка в носоглотке. Следующее — устранение стафилококка в крови. Необходимо принимать препарат Гемартан компании, тибетская формула. Принимать необходимо следующим образом: 6 таблеток на ночь первый день и по 2 таблетки, начиная со второго дня, 3 раза в день на протяжении 30 дней. Далее препарат, который называется Инстамакс. Это препарат, который устраняет иммунный дефицит, вырабатывает антитела к стафилококку. Принимать необходимо по 2 таблетки 3 раза в день. И препарат Артридикс. Принимать по 2 таблетки 3 раза в день. Также использовать мазь, которую я рекомендую использовать при артритах и артрозах. Это мазь Габбана, смазывая места поражения 2-3 раза в день. Я считаю, что, используя все эти рекомендации на протяжении 1-1,5 месяцев, можно избавиться от данного заболевания. Также хотелось бы сегодня несколько слов сказать о изготовлении своего собственного, если можно так сказать, рецепта вакцины. Можно ли создать вакцину самостоятельно? Да, конечно, можно. Вот, скорее всего, человек, который болеет полиартритом или красной волчанкой, или болеет каким-либо аутоиммунным заболеванием, у этого человека есть или сам вирус вызывает появление данного заболевания, какой-либо из вирусов. И лечение данного вируса может состоять в том, что мы можем устранять токсины, обучая наш иммунитет вырабатывать антитела или вырабатывать должный иммунный ответ для устранения токсинов, или увеличения формирования фагоцитов, или увеличения формирования лейкоцитарных клеток типа Б и иммунных Б клеток. Мы можем таким образом воздействовать на это, если мы начнем использовать свою собственную вакцину. В тот момент, когда человек заболевает каким-либо заболеванием, большинство вирусов или большинство микробов, они находятся в носоглотке. Именно поэтому и ковид-вирус, именно поэтому большинство вирусов, их можно определить по мазку носоглотки, ПЦР-исследованиям. И, конечно же, из этого следует вывод, что если мы каким-либо образом возьмем те микробы, которые находятся в нашем горле, в ротовой полости, и создадим из них вакцину, то, ослабив клетки данных микробов и приняв их с пищей, мы можем фактически приручить или выработать или воздействовать на наш иммунитет таким образом, чтобы он научился или обучился правильно реагировать на данные вирусы. Каким образом я рекомендую создавать свою собственную вакцину? Необходимо, здоровы вы или плохо себя чувствуете, попробуйте испытать данный метод изготовления персональной вакцины с использованием следующего вещества. Вам необходим стакан молока. Возьмите 1 стакан теплого молока, желательно, чтобы оно было не перекипяченным, и желательно, чтобы оно было настоящим. То есть молоко, которое продается в пакете, категорически не подходит. Вам необходимо молоко не стерилизованное, вам необходимо молоко из-под коровы. Взяв такое молоко, обязательно, чтобы оно было теплое, подогрейте его до температуры 35-40 градусов. Просто плюньте в это молоко и поставьте его так, чтобы на него падал солнечный свет. На протяжении 7-8 часов это молоко должно забродить. В тот момент, когда молоко забродит, то вирусы или микробы, которые находятся в данном молоке, будут ослаблены под воздействием молочнокислых бактерий. Тем самым сам вирус будет подавлен и будет иметь форму ослабленного вируса. После чего выпейте этот стакан уже приготовленного кефира или йогурта вот таким образом. И делайте это через день на протяжении хотя бы 30 дней. Какой будет эффект?
Первое — эффект омоложения. Второе — перестают воспаляться узлы щитовидной железы, поджелудочной железы, грудных желез. Исчезают хронические заболевания, гайморит, заболевания танзелит, улучшается иммунитет. Такие есть заболевания, допустим, как там, экзема или сыпь на коже, они к радости тоже могут подвергаться лечению с использованием вот такого уникального метода изготовления своей собственной вакцины. И это от меня вам вот такой вот совет. Все-таки продолжим. Это ж так много у вас всего. Угу. Жировой гепатоз, камни в желчном пузыре, рефлюкс, панкреатит. Есть очень хорошие три травы, которые могут полностью устранить панкреатит, убрать камни в желчном пузыре, устранить гастрорефлюксную болезнь. Эти 3 травы называются так: бессмертник. Второе растение, вернее лекарственное, называется железняк. И третье — хвощ или корень хвоща или хвоща. Используя 3 растения: корень хвоща, железняк и бессмертник полевой, объединив эти 3 растения между собой в равных пропорциях, предварительно измельчив их до порошка и заваривая 1 столовая ложка на стакан воды, чередуя это с с ограничением себя в пище, так чтобы быть впроголодь и принимать по 1 стакану 3-4 раза в день вот этого состава, можно избавиться и от камней в желчном пузыре, и от гастрорефлюкса, и от панкреатита в комплексе. Наши препараты, которые я рекомендую принимать: первое — мумиё. Мумиё поможет избавиться от панкреатита. Второй препарат — панкрисорб. Третий препарат — железняк, который поможет восстановить желудок и устранит гастрорефлюксное заболевание. Диабет 2 типа. Инсулин сильно превышен. Когда инсулин сильно превышен, но сахар или глюкоза правильно остается в норме, это говорит о том, что вы болеете заболеванием ожирения и у вас находится увеличенное жировое отложение. Увеличенное жировое отложение необходимо лечить с помощью, если очень сильно повышен, то эндокринолог должен вам назначить препарат. Я хочу вам сказать, что вам необходимо принимать препарат медицинский, и с него необходимо начинать свое лечение. Данный препарат называется метформин. В дозировке 500 мг. Принимайте его перед каждым приемом пищи до 4 раз в день. Не стоит бояться, если первое время в ходе применения данного препарата у вас появится диарея, не стоит переживать и бояться этого. Скорее всего, диарея после 4-5 дней приема препарата исчезнет. В случае, если у вас стабильная хроническая диарея, о чем это говорит? Это говорит о том, что у вас превышено количество инсулина в жировой клетчатке, и вам необходимо устранять. Также для вас очень рекомендуем голод. Вы должны говорить себе: я голодаю, а в тот момент, когда вы голодаете, у вас выделяется инсулин, который находится в жировом отложении. И этот инсулин начинает снижать глюкозу. Глюкоза, снижаясь, заставляет вас чувствовать состояние голода. Именно поэтому единственная способность для вас устранить возможности дальнейшего ожирения и единственная способность устранить те все заболевания, о которых вы написали ранее, это голодать. Сцепив зубы и говорить себе, когда вы хотите кушать, говорить себе: я не буду есть, потому что в этот момент у меня расщепляются жиры. Также для того, чтобы жиры расщеплялись более активно, а глюкоза не заставляла вас терпеть невообразимый мучащий голод, просто какой-то безумный голод, я рекомендую в то время, когда вы испытываете состояние голода, принимать как можно больше количества теплой или даже горячей воды. Дело в том, что горячая или теплая вода имеет одну уникальную способность. Это способность утолять у человека голод. И это связано с тем, что горячая или теплая вода, она повышает в небольшом количестве глюкозу в крови. Именно поэтому, если инсулин выделяется из жировой
из жировой клетчатки. И в этот момент начинает снижать глюкозу, то есть фактически вы худеете в этот момент, устраняя свой жир. Вы очень хотите в этот момент кушать, особенно что-то сладкое или жирное. В этот момент вам необходимо что-то делать. Я рекомендую в этот момент выпивать 1 стакан или 2 стакана теплого или даже горячей воды, кипяченой прям с чайника. Это улучшит состояние расщепления жиров, уменьшит ваш аппетит и улучшит самочувствие. Также я рекомендую вам специально посмотреть мой вебинар, который выложен на моем канале «Тибетская формула. Спасительные рецепты» в YouTube. Посмотреть мой семинар, который называется «Инсулинорезистентность», и послушать еще раз все симптомы, которые возникают у человека, у которого развивается сахарный диабет 2 типа. По моему мнению, все заболевания человека и человечества на сегодняшний день развиваются вокруг заболевания сахарный диабет 2 типа. И эндокринологические изменения, в том числе заболевания щитовидной железы, аутоиммунные заболевания щитовидной железы, холестерин высокий, заболевания сосудов, заболевания вен и так далее. Это все связано с набором избыточного веса, общим ожирением, общей инсулинорезистентностью, общим накоплением инсулина в жировой клетчатке и так далее. Какой прогноз? Я там говорю о прогнозах неутешительных и исследованиях, которые в свое время проводились врачами по всему миру. Это исследования, которые доказали, что в большинстве своем сахарный диабет 2 типа приводит человека к тому, что происходит нарушение. Следующее. Первое. Сердечно-сосудистая деятельность, гипертензия или гипертоническое заболевание, гипертоническая болезнь. Второе. Стенозы всевозможные. Третье. Артериосклерозы, артеросклероз. Далее, заболевания позвоночника, заболевания нервной системы, заболевания нервных тканей, неврозы, заболевания сетчатки, глаукома, катаракта, макулодистрофия. Это все симптомы сахарного диабета 2 типа. Заболевания жировой гепатоз печени, заболевания кисты печени, заболевания кисты Бейкера, это заболевания сосудов, ну и так далее. Вот эти все заболевания, это все следствие нашей инсулинорезистентности. Ну и, конечно, вы дальше будете писать щитовидная железа, большой узел. Будете бороться с инсулинорезистентностью, уйдет проблема щитовидной. 21 год была стабильной, 2 поменьше, все в левой доле. Гормоны практически всегда были в норме. Чуть повыше. Узлы следствия инсулина. Инсулин, вы должны знать, инсулин для нас, для человеческого организма, это сумасшедший яд. Именно поэтому, когда инсулин накапливается у нас в жировой прослойке, это энергия. И эта энергия, она взрывает железы. То есть железы начинают работать и не знают, что делать с той энергией, которая в них появляется. И они создают узлы. Они создают узлы в щитовидной железе, в грудных железах, в яичниках у мужчин, в предстательной железе и так далее. Единственный способ — это не есть ничего сладкого, ограничивать поступление углеводов и борьба с инсулином в ходе приема препарата метформин. Из наших препаратов я рекомендую жир-стресс, рекомендую препарат гликоцитрохромин, рекомендую препарат глюконорм. Почки, двусторонний пилонефрит, следствие сахарного диабета. Еще сердце сосудов и кальцинаты, сахарный диабет 2 типа. Порекомендовать наиболее эффективные препараты. Ваш наиболее эффективный препарат — это метформин. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, есть ли такой аптечный препарат, который без вреда уберет глистов у взрослых и детей? Такой препарат есть, Альбикам называется. Я посмотрю сейчас, правильно он. Альбикам. Да, есть препарат Альбикам. Альбикам или Альбикан. Сейчас препарат. Хорошо, что есть. Альбиком. Сейчас. Все-таки неправильно. Альбикан правильно называется. Неправильно все-таки сказал. Альбикан. Почитаем сейчас.
Что-то я не то говорю. Неправильно, это я спутал. Альбикам у нас в Украине есть такой препарат, да, но действующее вещество в данном препарате альбендазол. И необходимо искать действующее вещество альбендазол. Вот альбендазолом можно лечить. Из препаратов нашей компании хочу посоветовать препарат, который называется Популин. 1 чайная ложка на стакан воды 2-3 раза в день. Особенно если вы болели когда-либо с коридами, то у вас в дальнейшем обязательно будут появляться легочные заболевания. Именно поэтому убрать вот эти цистулы глистов, которые находятся или постоянно находятся в легких, можно с помощью препарата Популин. Принимая 1 чайную ложку популина на стакан воды 3 раза в день, можно избавиться от паразитов, которые могут находиться в печени, от паразитов, которые могут находиться и в мозге, и в легких. Очень улучшает самочувствие человека. Вы обратите внимание в дальнейшем на то, что внезапно для себя откроете, что вы перестали болеть легочными заболеваниями, вирусными легочными заболеваниями. Улучшается общий иммунитет. Препарат такой сладенький на вкус, желтенького цвета. Дальше препарат Гельминфит, в котором находятся все виды наших лекарственных растений, которые могут избавить человека от глистной инвазии. Ну и 3-й препарат — это горечи Дуйко Амарум. Принимая по чайной ложке горечи, там находятся все виды полыни, находятся вещества горячавка, исландский мох и так далее, окопник, данные дальше почки черного тополя. Все эти препараты, вернее все эти экстракты, из которых создана эта горечь, могут помочь человеку эффективно избавиться от избыточного веса, избавиться от заболеваний желчевыводящих путей, растворить камни в желчном пузыре, избавиться от глистов, улучшить иммунитет, уменьшить количество проблем, которые связаны там с гастрорефлюксом, отрыжкой, заболеваниями поджелудочной железы. Одним словом, абсолютно каждому человеку я рекомендую использовать вот этот препарат, сироп Дуйко, который называется Амарум горечи или горечи Дуйко. Касымова. Андрей Андреевич, вы самый лучший гений современности, спасибо. Приношу вам свои восхищения, которые безграничны. Хочу задать вопрос по поводу болезни моего сына, если так можно сказать. У сына по всему телу подкожные жировики, на теле, ногах, руках. Что это может быть и как это лечить? Помогите, пожалуйста, дорогой уважаемый Андрей Андреевич. Когда появляются жировики в теле, это говорит об, как ни странно, психосоматическом заболевании, которое называется неврозы. Это говорит о том, что человек склонен мало спать, что у человека переистощена нервная деятельность. Что может помочь человеку? Первое. Активная физическая активность, устранение жиров и углеводов. Увеличение употребления препарата Амарум, то есть горечи нужно убирать у человека, устранять гневливость его. Алкоголь, быстрые углеводы необходимо убирать. Как можно больше этому человеку нужно спать. Также рекомендую начать принимать препараты по снижению глюкозы в крови и увеличить количество физических упражнений. Могут помочь препараты холестеростапин, может помочь препарат Амарум Дуйко, может помочь препарат Тантал и глюконорм. Все эти препараты могут также от неврозов может помочь препарат Поставит. Применяй также 1 раз в неделю парная и 2-3 раза в неделю активный спорт без тяжестей. Это бег, потому что использование тяжестей влияет на расщепление фосфолипидов. А вот расщепление жиров все-таки происходит в случае, если человек занимается активным бегом. То есть расщепление жировой клетчатки, высвобождение инсулина происходит через 10 минут после активного бега или езды на велосипеде. В случае, если человек занимается просто физическими упражнениями, поднимает тяжести,
то процесса расщепления инсулина не происходит. Вернее, не расщепление жиров, как правило, не происходит. Наоборот, происходит набор массы, так как фосфолипиды делятся, образуя новые аминокислоты, которые являются фактически строительным материалом для нашего организма. То есть человек набирает вес на фоне тяжелых физических тренировок. А вот легкие, такие более энергетически затратные тренировки необходимы. И в случае, если активные тренировки такие через 1-2 месяца не принесут своих плодов, можно увеличить количество употребления углеводов. Это тоже безопасно. В какой-то момент недостаточность употребления углеводов в ходе лечения липомы или липом может помочь избавиться от быстрого устранения липом. Эзотерический метод. Необходимо представлять липомы в виде все тело представлять в виде хлеба, теста вернее, а липомы в виде шариков теста. И представлять, будто вы своими руками влево и вправо их как бы растягиваете по всему телу. Как ни странно, вот такой процесс эзотерического целительства может помочь человеку избавиться от подкожных жировиков. Андрей Андреевич, здравствуйте, ученик. Помогите, пожалуйста, советом. У меня катастрофическая проблема со сном. Проходил у вас марафон. После него сон стал лучше. Потом я прошел марафон, и сон ухудшился. Что я делаю не так? Как мне можно вернуть здоровый сон? Итак, первое, что необходимо знать в случае, если у человека есть нарушение сна. Есть два типа заболеваний, которые имеют одну и ту же первопричину. Это остеохондрозы и неврозы. И одно и другое, в общем-то, связано с тем, что у человека очень большие физические нагрузки, эмоциональные нагрузки, психические нагрузки. Это все приводит к тому, что у человека появляется как невроз, так и остеохондроз, которые в дальнейшем могут привести к тому, что происходит нарушение сна. Итак, что необходимо делать и какие мои советы, как избавиться от нарушений сна, в том числе от остеохондроза. Это когда шум в ушах, когда болит шея или поясница, или грудной отдел позвоночника. Я рекомендую людям, которые страдают остеохондрозом и которые страдают неврозом и бессонницей. Итак, первое. Начать в течение дня 4-5 раз принимать холодный душ. Делать 4-5 очень глубоких вдохов в живот, втягивая и выпячивая живот. Делать так 4-5 глубоких вдохов, останавливаться, ощущать тепло, которое появилось внутри вашего тела. Для чего это делается? Это происходит стимуляция и выбрасывание желчи, которая разогревает организм, после чего необходимо под холодным душем полностью обмыться. Восстановление сна происходит, убирание остеохондроза или боли под лопаткой, в шейном отделе, в грудном отделе, в поясничном устраняется за 2-3 раза. Обычно в случае, если есть нарушение сна, вот таких купаний под душем необходимо, они должны быть недолгими, 10-30 секунд, 1 минута. Такие купания должны быть 5-6 раз на протяжении дня. Это улучшает общее состояние. Перед сном очень хорошо, если вы перед тем, как выполните вот такие процессы купания под холодным душем, я рекомендую принимать аскорбиновую кислоту по 250 мг 3-4 раза в день. Можно принимать препарат Адаптол медицинский, можно принимать наши капли, которые называются капли Дремин. 30-40 капель на столовую ложку воды, принимать за час до сна, после чего прямо перед самым сном. Также ни в коем случае не смотреть перед сном в телефон, убирать телефон и ноутбук как можно дальше от себя. Перед сном не менее 20-30 минут находиться на свежем воздухе, при этом на свежем воздухе не сидеть в телефоне, а выполнять глубокие вдохи и выдохи. Тем самым устраните плохое засыпание
Также проблема плохого засыпания может быть связана с развивающимися психическими заболеваниями. Если вы не сможете засыпать, есть снотворное, которое называется Левона 1С. Оно зарекомендовало себя, очень рекомендую, медицинский препарат. Из моих препаратов Дремин. Также в случае, если засыпание все равно не происходит, если сон не появляется, есть два варианта. Первый вариант — обратиться все же к врачу-психиатру, пусть поставит диагноз. В случае, если это заболевание психиатрическое, то можно пролечить его, допустим, путем введения сироквели или квитерона на протяжении суток в невысокой дозировке перед самым сном. Это улучшит процесс засыпания, высыпания и так далее. Но пусть этим занимается, скорее всего, психиатр. От меня хочу сказать, что, по моему мнению, в большинстве своем введение одной аскорбиновой кислоты улучшает состояние. В случае, если не получается, то необходимо ввести аскорбиновую кислоту, магний, дальше витамин В6 и йод, содержащий продукт. Таким образом, в случае, если вы плохо спите, вам необходимо принимать аскорбиновую кислоту, йод, магний и витамин В6. Ольга Щербакова. Мы с дочкой заболели вирусом и слушаем шумы. Тренажеры. Шум от вируса 7. С воскресенья удален. Очень жаль. Почему? Я могу ответить вам. На сегодняшний день, еще несколько месяцев назад, мои каналы в YouTube, которые назывались канал Ситхи Саунд, канал Школа Кайлас, канал Андрей Дуйко, канал Андрей Дуйко официальный канал. Эти каналы были полностью заблокированы. Официальный канал Андрей Дуйко был заблокирован по непонятным причинам. Только путем переговоров долгих его полностью нам вернули. Но дело в том, что меня категорически предупреждают и блокируют в случае, если я выкладываю свои шумы. Написали даже посты в очень знаменитых мировых журналах на разных языках, причем Vox, на разных языках, там на 7 или на 8 языках, где написали, что никакие шумы от коронавируса не помогают. При этом, после того, когда сделали эту публикацию, любое упоминание на моих каналах слова сейчас в гугле, если ввести Дуйко, то вы не увидите нигде упоминания моего канала, моего сайта, не увидите упоминания моего сайта duiko.com, duiko.guru. Почему? Этому миру не хочется, чтобы нашелся тот человек, который будет помогать. Дело в том, что они проверили и поняли, что данные шумы действительно на 100% устраняют вирус. Они устраняют болезни, они устраняют заболевания. И именно поэтому они начали меня блокировать. Если я продолжу заниматься выпуском этих шумов и их популяризацией, то, скорее всего, от меня, моего канала и моих сайтов ничего не останется. А я бы не хотел, чтобы это происходило. Именно поэтому сейчас Google не индексирует по слову Дуйко, не индексирует по слову тибетская формула, не индексирует меня в YouTube. Почему? Они боятся, что люди смогут прикоснуться к настоящей магии и люди смогут избавляться от заболеваний, используя мои системы. Все шумы при этом они выложены в моей социальной сети в потоке.ком. Я буду продолжать выкладывать данные шумы в своей социальной сети в потоке.ком. Пользуйтесь, переходите, и они будут вашими навсегда. Не хочет YouTube. Вчера выложили семинар, который назывался «Мои рекомендации по лечению после ковидных», «Мои рекомендации после ковидный период», после чего тут же было вынесено предупреждение моему каналу «Школа Кайлас» в YouTube. И это предупреждение, полностью удалили они это видео. Почему? Просто я там рассказывал о том, какие есть мои рекомендации в ходе помощи человеку после того, когда он переболел данным заболеванием. Если они боятся, то я могу сказать, что это 100% работает, и это и есть подтверждение того, что это работает.
Уна Йозельяни. Прежде всего, спасибо за нереальный труд. Сильно болят пальцы и кисти рук и ног до слез. Что можно предпринять? Спасибо заранее. Ну, прежде всего, хотелось бы посоветовать вам обратиться к исследованиям крови. Для того, чтобы определить, чем же вы на самом деле болеете, необходимо сдать антистрептолизин, С-реактивный белок, ревмофактор. В случае, если у вас С-реактивный белок повышен, необходимо начать принимать гормоны, который назначит вам врач. В случае, если это у вас, так как это будет говорить о том, что вы болеете ревматоидным артритом или полиартритом. В случае, если у вас ревмофактор высокий, необходимо принимать там антибиотики. Если антистрептолизин высокий, необходимо принимать и антибиотики, и, скорее всего, гормональные препараты. Но можно ли избавиться от данного заболевания, исключительно используя мои препараты? Ну, скорее всего, да. Итак, на первое место ставим мазь Габбана, ей смазываем места, которые болят. Второе, принимаем препарат Инстамакс по 2 таблетки или даже по 3 таблетки 3-4 раза в день. Принимаем препарат Мумио по 1 таблетке 2 раза в день. Принимаем Эмбрио Плюс по 2 таблетки 2 раза в день. Артридикс. Принимаем Артридикс по 2 таблетки 4 раза в день. Каждый день перед сном принимаем 5 таблеток Гемартан. Ежедневно перед сном на протяжении 1 месяца. Также очень рекомендую временно использовать микроклизмы. Это микроклизмы на 1 стакан воды, пол чайной ложки перекиси водорода. Делать вот такие маленькие микроклизмы по 50 грамм ректально 2-3 раза в день, стараясь удерживать это без дальнейшего опорожнения. Но если не получается, тоже ничего страшного, все в порядке. Так может быть тоже. Лора Кравчук. На позапрошлом вебинаре вы делились опытом, как вы смогли постройнеть. Решила следовать вашим советам и за 2 недели сбросила 5 килограмм. Не останавливаюсь и хочу сказать за прекрасный личный пример и действующие методы. Спасибо. Оксана Лисина. От какой даты семинар? Оксана Лисина, ей отвечает Лора Кравчук. Наберите в YouTube о преобразовании. Почему помолодел и похудел Дуйко. Кстати, рекомендую посмотреть это видео. Там я объясняю, почему я похудел и помолодел. Вообще, один из моих способов быстрых, как можно похудеть, это применение специальной диеты. Какая это диета? Хочу вам сказать, она всегда вызывает у всех моих знакомых улыбку. Тем не менее, кто в нее начинает верить, тот потом удивляется. Почему? Она действительно помогает. Итак, она очень простая, эта диета. Человеку необходимо на протяжении дня обязательно есть кашу из двух-трех каш. То есть рисово-гречневая пшеная, пшено-манная гречневая, ну и так далее. Ну или если очень не нравится, мне лично не нравится, я не могу есть каши смешанные там из 3 каш. Я люблю кашу из 2. Мне больше всего подходит рисово-гречневая. То есть я стараюсь каждый день хотя бы 1 столовую ложку съесть рисово-гречневой каши. Также прошу, чтобы делала жена суп мне с рисово-гречневый там, или пшено-рисовый, или гречнево-пшенный, или гречнево-гороховый, или еще какой-либо. То есть обязательно 2 каши. Но каши лучше. Особенно вкусная это ячнево-пшенная каша. Она очень вкусная, есть ее легко, она сытная такая. Также, если вы едите такую кашу или такой суп, то обязательно на протяжении дня съедайте какие-либо потрошки с курей. То есть это должна быть либо печень, либо сердечки, либо и печень, и сердечки, либо желудочки. То есть это обязательное условие. Если вы прямо сегодня... еще я полностью перестал есть пищу, которая имеет сладкий вкус. Вот я ее не ем. То есть я каждый день съедаю небольшое количество потрошков, каждый день съедаю вот такую кашку двойную, ну и обязательно не ем даже ягод, абрикос, никаких слив, персиков, вообще никаких конфет и всего остального. Почему? Я прекрасно себя чувствую. Если жизнь так устроена, что мне придется разменивать, допустим, свою молодость на сладкое, то я хочу сказать, что я размениваю, хочу быть молодым, но не есть сладкое. Знаете, от чего-то можно отказаться, чтобы чувствовать себя легко. Уже 1 год я не ем сладкой пищи и могу сказать, что за это время
ушло ряд таких прям невероятных заболеваний. Улучшилось состояние зубов, вен, сосудов, ногтей. Там, после травмы ноги, ожога ноги, у меня был тяжелое поражение, тяжелый ожог ноги, и была травма ноги, перелом пальцев ног, и там были проблемы с сосудами. И на фоне отмены приемов глюкозы все неприятные состояния, ощущения, которые у меня проявлялись на протяжении моей жизни, которые мне мешали комфортно себя чувствовать, полностью исчезли. Я могу сказать, что это потрясающая возможность и похудеть, и лучше себя чувствовать и так далее. Также могу сказать, что ничего не могу сказать. Я принимаю глюконорм нашей компании еще. Здравствуйте, Андрей Андреевич, подскажите, что пить СТФ очень садится зрение, пишу и телефон отвожу, чтобы видеть, сейчас пью здоровый зир. Найдите в интернете препарат, скоро, кстати, мы его выпустим, который называется кверцетин. Принимайте препарат кверцетин по 2 таблетки 3 раза в день. Принимайте цитрулин, 1 столовая ложка на стакан воды тоже 3 раза в день. Принимайте мой препарат, который называется глаукамин, по 2 таблетки 3 раза в день. Если есть сейчас в продаже мои капли, которые называются релаксин, то можно принимать эти капли, закапывая их в глаза 2 раза в день. У меня был вопрос объемный. Я вместе с анализами отправила вам на почту support@aduiko.com. Спасибо большое. Я, к сожалению, не читаю данных писем и ничего не вижу. Я не являюсь вашим врачом, и писать мне огромные письма, наверное, не нужно. Попробуйте обратиться к врачу. Татьяна Дарахтичук. Доброго времени, у меня пекут и болят ступни посередине и ближе к пятке. Когда пекут ступни, это первые признаки развивающихся деструктивных изменений в печени. Именно поэтому на печень необходимо обратить внимание. Почему печень? Это может быть дискинезия желчных протоков, желчекаменное заболевание. Это может быть жировой гепатоз или даже гепатит. Также это может быть синдромом 12-перстной кишки. Так как протоки, допустим, закрыты, 12-перстная кишка от этого страдает, появляется язвенное заболевание. Пекут ноги при язве 12-перстной кишки и при гепатите и желчекаменном заболевании. Вот так 3 органа и лечите. Первый орган — принимайте тантал для печени. Второй орган — принимайте препарат глюконорм для поджелудочной железы. И для 12-перстной кишки принимайте препарат, допустим, можно горечь и дуйко. Амарум. 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Ноги при этом чем-то натирать не нужно, потому что как только улучшится состояние печени, улучшится состояние с ногами. Также ноги могут печь еще на фоне сахарного диабета 2 типа. Именно поэтому, что такое сахарный диабет 2 типа? Когда люди слышат от меня сахарный диабет, их волосы начинают вставать дыбом, и они говорят: да что это такое, да я никогда не болела, у меня глюкоза в норме. Глюкоза при сахарном диабете 2 типа всегда в норме. Повышается только инсулин. Дело в том, что инсулин повышается, потому что он накапливается в жировых отложениях. В случае, если у вас есть жир в воротниковой зоне, есть жир в поясничном отделе, есть жир в бедрах, можете ставить тире и писать: я болею сахарным диабетом 2 типа. И вам нужно уменьшать количество потребляемой пищи, кушать редко. Далее, полностью убрать углеводы из своего питания. Не есть ни в коем случае сладкое, острое, жареное, копченое, чипсы, картофель, вермишель. То есть это ничего нельзя кушать. При этом вам необходимо принимать метформин препарат, необходимо принимать препараты моей компании гликоцитрохромин, принимать альфа-липоевую кислоту, бетаин, артридикс спрей брызгать в рот 4-5 раз в день, или гликоцитрохромин брызгать в виде спрея 4-5 раз в день. По-другому никак. Екатерина Казинец. Кружится голова и тошнит. Скажите, пожалуйста, что это может быть? Весной обычно и у человека обычное явление, когда кружится голова. Как правило, это связано вот с чем. Наши приоритеты питания очень часто изменяются в весеннее время. Как ни странно, человеку хочется кушать соленую пищу. Но дело в том, что употребление соленой пищи в холодные месяцы и в теплые месяцы, оно по-разному воспринимается нашим организмом, к сожалению.
Таким образом, в случае, если человек принимает соленую пищу, там, соленую рыбу, соленую капусту, соленья, это может улучшить общее состояние человека, у которого есть заболевание аллергии. И очень часто наш организм, он прям требует употребления солений или соленой пищи как раз во времена весны, когда начинается первое потепление. Именно поэтому у человека изменяется предпочтение в продуктах питания, он начинает принимать соленую пищу. Но не стоит забывать, соленая пища, помимо того, что она удерживает жидкость в организме, имеет еще и побочный эффект чрезвычайно и очень мощно увеличивать кислотность желудочно-кишечного тракта, а конкретно желудка. В случае, если у человека увеличивается кислотность желудка, у него тут же начинает расти артериальное давление. В случае, если у вас головокружение, то первое, что вам можно посоветовать, исключить по возможности соленую пищу из рациона питания, в общем, как и сладкую. И когда у вас появляется головокружение, первое, что вам необходимо сделать, выпейте 1 чайную ложку соды на стакан воды. В случае, если в дальнейшем вот такая диета может помочь вам избавиться от таких головокружений. АСД-2 фракция при онкологии «Как пить человеку». Я советую пить человеку следующим образом. Берете шприц, не открывая бутылку с АСД, набирайте в шприц 5-миллиграммовый АСД. После чего берете стакан воды, желательно кипяченой и остывшей. Берете в эту воду и иголку опускаете в воду и делаете небольшое количество, а именно первый день 1 капля на стакан воды, второй день 2 капли на стакан воды, так до 20 капель, и после чего в обратную сторону. По окончании это произойдет за 41 день. Необходимо сделать 1-недельный перерыв и вновь продолжить употреблять вот такой АСД. При этом нужно полностью убрать потребление глюкозы, полностью постараться убрать употребление калий содержащих продуктов, в которые входит и мед в том числе. Дело в том, что калий содержащие продукты — это абрикосы, это помидоры, это глюкоза, это, ну не глюкоза, извините, оговорился, это мед пчелиный. Они стимулируют к появлению опухолей в организме. Именно поэтому, но зато помогают почкам выводить токсины. Тем не менее, хотел бы сказать, что отношение мое во время заболевания онкологии, я считаю, что в это время нужно максимально ограничить человека от употребления калий составляющих препаратов или продуктов питания. Андрей Андреевич, что посоветуете для очищения головы, мозга, ушей и так далее? Очищение от чего? Ну хорошо. Первое. Очищение можно проводить соленой водой. Можно взять соленую воду, РАПО, еще лучше физраствор, и проводить очищение и ушей, и носа, глотки соленой водой. Это уберет стафилококк, который очень часто находится как раз у нас в том месте, где находятся у нас эти органы. И именно он в хронической форме в дальнейшем и приводит к тому, что мы начинаем глохнуть, слепнуть и перестаем ощущать запахи. Второе, есть препарат, называется Ангин-Норм и Лангин. Я очень рекомендую использовать препарат Ангин-Норм по 1 таблетке 3 раза в день. Он улучшит состояние носоглотки и горла, уберет стафилококк. И Лангин — это пробиотик, он восстановит слизистую оболочку и носоглотки, и горла. Очень рекомендую при гайморите, при хроническом танзелите, при хронических заболеваниях горла и так далее. Также для ушей я советую народный способ: ставить на ночь маленький кусочек натурального сливочного масла, можно в нос ставить, а можно и в ухо, закрывая тампоном в один день в одно ухо, в другой день в другое. При этом очень хорошо использовать препарат, который называется у нас Отофит, по 2 таблетки 3 раза в день. Он справится с шумом в ушах, а также поможет человеку улучшить состояние и глаз, и носоглотки, и ушей. Для глаз препарат, сейчас я посмотрю,
Как у нас капли эти называются, Женя, для глаз? Не помнишь? Для глаз капли. Сейчас я посмотрю. Нет, для глаз. Фитокулис. Фитокулис — это препарат. Для глаз можно использовать катарфита и фитокулис. Это препараты для глаз. Ну ладно, потом найду. И так далее. Смотрим анализы. ТОРЧ-тест, ФТ, АТПО. Вот это то, что вот этот анализ сдан, говорит о том, что у него аутоиммунный тиреоидит. И здесь без помощи эндокринолога, к сожалению, обойтись нельзя будет. Вам необходимо обратиться к эндокринологу, и эндокринолог вам назначит курс препаратов для щитовидной железы. Скорее всего, это будет L-тироксин или какой-либо другой гормональный препарат. Не стоит этого бояться. Из моих препаратов принимайте Инстамакс, Тератозин по 2 таблетки 4 раза в день. Далее. Добрый день, уважаемый Андрей Андреевич. Когда появляется большое количество липом, а также родинок по всему телу, это говорит о том, что у вас есть проблемы, которые связаны с гастритом или пищеварительным трактом. То есть необходимо лечить это препаратами, снижающими уровень кислотности ЖКТ. Это чай-железняк. Принимайте чай-железняк по 1 столовой ложке на 1 стакан кипятка. 2 раза в день на протяжении 1-2 месяцев. Принимайте препараты для поджелудочной железы Панкрисорб и по 2 таблетки 3 раза в день на протяжении 1 месяца. Спустя 1 месяц вот такие липомы появляться не будут. Также липомы являются следствием эндогенного высокого холестерина, который, по моему мнению, возникает, как правило, на фоне того, что человек перемерзает и на фоне того, что у человека постоянные стрессы. Поэтому я очень рекомендую применять или использовать горечь и дуйко, амарум горечь и дуйко по 1 чайной ложке на стакан воды и препарат Гепакс по 1 чайной ложке на стакан воды. Действуя на увеличение оттока желчи, можно существенно уменьшить и прекратить рост жировиков и прекратить формирование в дальнейшем липом. Очень помогает парные. В случае, если вы будете париться, то обязательно парьтесь на голодный желудок или натощак. Обязательно бейте по липомам и по жировикам веником. И данный веник в конце необходимо сжечь. Это такой народный способ. Он действительно очень помогает. Я не знаю, наверное, медицинского подтверждения нет никакого. Тем не менее, неоднократно я это советовал. Это очень мной рекомендуется. Ко мне женщина одна. И обратилась эмфизема легких. И накапливается жидкость в легких, она не может откашлять, не может ничего с этим сделать и так далее. И ее лечат безуспешно, никакие ни упражнения, ни препараты не имеют должного, наверное, влияния на нее. Я ей посоветовал применять в свое время, мне посоветовали, у меня такая же проблема была, посоветовали для убирания жидкости в легких использовать горошек черного перца. Как его необходимо использовать? Необходимо взять горошек черного перца и столочь его в ступке так, чтобы он был свежий. И применять его буквально на кончике ножа, ложить себе в ротовую полость, рассасывать и проглатывать, смешивая со слюной. Делать это необходимо 2, 3, 4, 5 раз на протяжении дня. Очень хороший метод, который уменьшает кислотность желудочно-кишечного тракта, уменьшает глюкозу в крови, уменьшает наличие жира подкожного, уменьшает инсулин при сахарном диабете 2 типа в крови. И великолепный метод, который помогает убрать камни из желчного пузыря. Просто потрясающий такой метод. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Прошу посоветовать методы лечения НЯК. Итак, первое, что необходимо сделать при НЯК. Начните утром кушать овсяную кашу. Делайте это натощак. Второе. Обязательно используйте семена льна или шрот семян льна. Используйте шрот семян льна. 1 столовая ложка
порошка, сделанного из семян льна, разведите в 1 стакане кипятка. После чего, когда это остынет, съедайте 1 стакан 3 раза в день. Также начните принимать чай или кофе, который продается в моей компании, который называется ЦАМПа. И используйте препарат «Здоровый желудок», «Эмбрио Плюс» и «Гастронорм» и «Золотой желудок». Итак, «Золотой желудок» плюс вот эти препараты принимаете, используйте порошок льна, заваривая его, можно купить в моей компании. И можно использовать еще и каолин, тоже 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день. Таким образом вы сможете существенно улучшить состояние ЖКТ. В случае, если это не помогает, то ко всему добавить необходимо препарат антитокс. 1 чайная ложка на стакан воды, желательно утром, перед началом приема пищи. На протяжении 1 месяца, принимая только семена льна, вот таким образом, съедая 3 стакана заваренных семян льна, можно избавиться от данного заболевания. Это потрясающе. Я хочу вам сказать, что используя только овсяную кашу по утрам, то есть если кушать овсяную кашу с самого утра, можно с изюмом, можно с печеными орехами. Если каждый день с утра начинать кушать овсяную кашу, то на протяжении 1 месяца несколько килограмм минус. Если на протяжении дня пить подкисленную воду и кушать овсяную кашу с утра, то я вам гарантирую, в любом случае, если вы не принимаете алкоголь, улучшение общего вашего состояния здоровья во много раз, при этом с пассивным похудением. Это от меня вот такая очень мягкая диета. Андреевич, болят ноги, подскажите, как очень быстро убрать боль в суставах и так далее. Существует некое такое упражнение, это упражнение, которое называется маятник. Каким образом необходимо это делать? Допустим, у человека болит сустав там, кистевой, или сустав локтевой, или сустав тазобедренный. Необходимо, допустим, необходимо положить так руку, чтобы она свободно свисала. И необходимо с добротой и очень мягко начать очень-очень мягко и очень гладко так поднимать и опускать свою кисть, или сгибать и очень мягко разгибать локоть, или очень мягко шевелить суставом при бурсите, плечо, убирать, вернее, перемещать свою ногу так, чтобы, здесь очень важное слово, такое с любовью и добротой. Это дает возможность вырабатывать коллаген в суставе и в дальнейшем в действительности очень быстро убирает вот такие болезненные ощущениям. Андрей Андреевич, интересно ваше отношение к препаратам из гриба чага. Чага является ядовитым веществом, именно поэтому в традиционной медицине не особо жалуется данный препарат. Тем не менее, насколько я знаю, есть исследования, которые говорят о том, что при возникновении начальных опухолей груди, при возникновении узлового есть препарат, он называется Диа, в нем он называется Метикс, не Диа, а Метикс, который я рекомендую использовать при возникновении опухолей груди, мастопатий. Я его рекомендую использовать как раз в начальных стадиях мастопатии. Там находится экстракт как раз грибы чага. Хорошо отношусь, мне нравится гриб чага, его действие на человека.